Всем привет, меня зовут Шамиль, и вы на канале Шамиль Games. Недавно такая игра как FNAF Plus была удалена со Steam. И я решил разобраться, почему игра, которая входила в Fazbear Funverse и которая на минуточку финансировалась самим Скоттом Коутоном, была удалена, а автор отменен. Приятного просмотра. После выхода дополнения для FNAF Security Breach, Фил Морг, разработчик FNAF Plus, прошел дополнение, сказав: это было скучно. Если так посмотреть, что и его стрим тоже был скучным. Но мемчики в данный видеоролик не входят. Один человек, Алекс, написал ему в ответ: если выйдет в плюс, то можно будет тоже сам написать. Фанаты же Фила не оценили данную шутку, начав писать насчет угроз и насчет вообще неуважения. 31 июля сам Фил отреагировал и на эту ситуацию тоже. Он отреагировал так: почему мне не желают смерти? Если вы можете кому-то желать, то это мне. Он это сделал, чтобы постебать своих фанатов. А после написал пост уже с извинениями и ссылкой. Ссылка же вела на Рикролл. Фанаты Фила не оценили эту шутку. После этого всего он написал новый пост, что кто угрожает людям, не мои фанаты. И можете написать мне, кто является данным человеком. Я его заблокирую себя в сообществе. Но люди, увидев Рикролл и его извинения, стали писать разные хэштеги. Хэштеги, например, как хэштег Cancel FNAF Plus from Funverse и другие разные хэштеги. Не хотели видеть Фила в фанверсии. А после даже писали самому Скотту о данной ситуации и отмене Фила. Все было, более-менее стабильно, пока не произошло 3 августа. 3 августа из Стима у игры FNAF Plus пропал Физном из разработчиков, а сам Фил был почти забанен в форуме Стима. Это было очень стрёмно для фанатов, ведь серьезно, какого черта? После всего этого Фил убрал всю пометку в Твиттере, что он является разработчиком FNAF Plus, а также был убран разработчик у официального аккаунта в Твиттере FNAF Plus. 4 августа Физном на своем YouTube канале выложил видео про текущую ситуацию. В самом видео он сказал, что больше не является разработчиком FNAF Plus. И скорее всего, скоро все его стримы с разработкой и игра будут удалены из Steam. А сам он временно будет отдыхать от интернета. 5 августа произошло следующее. Если вы внимательно смотрели тот видеоролик, то там и говорилось, что Физном не является разработчиком. А значит, контракт с Fazbear Funverse полностью расторгнут. И игра должна быть удалена. Сам Фил обязан ничего не рассказывать про все, что происходит. Тем более про разработку. 5 августа из-за расторжения контракта со Скоттом игра была удалена из Steam и не будет доступна. 7-8 августа страница была полностью удалена из Steam. И теперь даже если мы напишем что-нибудь, мы ничего здесь не найдем. Спустя чертовых 3 года ожидания FNAF Plus был полностью удален. Что означает, что проект отменен. Многие фанаты ожидали то, что это будет лучшей игрой в серии FNAF. Будет лучшая фанатская игра. Она превзойдет все игры. Превзойдет гнилую FNAF Security Breach. Но, как мы можем понять, сам Физном является токсичным. При всем этом, тем более, он является токсичным существом. Как является егошний лор-момент с персонажем. Как ни странно, из-за того, что сам Фил был не очень так-то доброжелателен и много чего токсичил в разные стороны, он был отменен. Из-за этого всего можно понимать, сама ситуация является просто раздутой мухой слона. Ну что ж, ребятки, а теперь бонус. Если кто не знал, то спустя время, когда FNAF Plus был отменен, Кейн Картер, разработчик FNAF, разработчик Pop Ghost, выпустил пост на Reddit, в котором описал ситуацию со всеми фан-играми во вселенной Fazbear Funverse. Дальше я буду прочитывать все, что он говорит, так что я буду немного сокращать и убирать ненужные моменты. Так что приятного просмотра. The Fazbear Funverse — это коллекция популярных фанатских игр Five Nights at Freddy's,
которые в настоящее время считаются официальными, но не каноничными побочными продуктами к серии FNAF. Эта инициатива была анонсирована Скоттом около 3 лет назад, в 2020 году, здесь, на Reddit. И состав участников состоял из Pen Chase Candy с участием FNAF 4, FNAC 4, The Joy of Creation, представляя коллекции Ignited, Pop Goes с участием Pop Goes Evergreen, Однажды ночью у Фламти с участием ONAF 3 и переосмысление FNAF 1 в конечном итоге получившее название Five Nights at Freddy's Plus. В последние несколько лет FNAC 4 также получала более традиционные тизеры, обычно скрытые в другом контенте, таком как прямые трансляции, и FNAC 4, как правило, привлекает меньше всего внимания со стороны разработчиков фанверса. Но это в первую очередь потому, что время Эмилия разделено между этим проектом, его личной жизнью и программированием моей игры Pop Goes Evergreen. И FNAC 4 появился всего год назад с обновлением здесь и здесь. Это совершенно новая игра, которая существует только благодаря фанатской среде, и хотя некоторым людям нравится считать эти проекты побочными проектами, бесполезным и пустой тратой времени, это буквально новая видеоигра, в которую вы можете поиграть из серии FNAC. Благодаря инициативе Эмилию и другим разработчикам фанверса разрешено переключать свое внимание на разные проекты. И ты вообще играл во FNAC 3? Совершенно очевидно, что Эмиль любит работать над пикселизированными мини-играми и потрясающе с ними справляется. Эта игра не пустая трата времени. Участие этой серии в фан-вселенной началось медленно из-за того, что Никсон не мог полностью посвятить себя ей из-за юридических обязательств по Dark Deception. В другой игре Ужасов на выживание. Но совсем недавно Никсон смог поработать над своим проектом для фанатов The Joy of Creation Ignited Collection и опубликовать массу обновлений о нем в Twitter и Discord. Игра продвигается хорошо, вот так просто. Никсон недавно решил отказаться от встроенного ремейка Classic, так что в финальную коллекцию войдут только полные ремейки с нуля. The Joy of Creation Reborn и The Joy of Creation Story Mode, а также, по-моему, некоторые другие дополнения. Это решение было принято для ускорения разработки и снижения цены, а также потому, что, в любом случае, немногие люди были бы в восторге от игры в старую версию Таджок. Pop Goes Evergreen – традиционная игра на выживание в жанре хоррор, являющая перезагрузкой оригинальный Pop Goes с более чем двойным содержанием. Pop Goes Arcade. Эта игра была анонсирована первой еще до того, как была представлена фан-версия My Pop Goes. В рамках первоапрельской шутки в этом году я выпустил совершенно новую дополнительную игру Pop Goes под названием My Pop Goes, которая представляет собой миниатюрную игру на выживание по управлению ресурсами, действие которое разворачивается в ретро-игрушке с жидкокристаллическим экраном. Я буду сокращать этот сегмент по очевидным причинам. Хотя это правда, что Дженохром, создатель One Night at Flamtis, по праву подвергался остракизму со стороны сообщества и, похоже, фанатской вселенной в целом. Я думаю, что это совершенно нормально, если вы решите наслаждаться его творениями, не оказывая ему прямой поддержки. Лично я считаю One Night at Flamtis 3 идеальной игрой для FNAF, что неприятно признавать. И я искренне верю, что если вам удобно играть в нее бесплатно на GameJolt, например, вам обязательно стоит. Это действительно очень безумно хорошо. То же самое с предыдущими записями. ONAF 2 была моей любимой игрой для фанатов до ONAF 3. Проект был с нетерпением ожидаем гораздо более широкой аудитории из-за его привлекательности как и ремейка, переосмысления оригинальной игры FNAF. Хотя его дизайн вызывал разногласия здесь на Reddit, он был вирусным на других платформах, таких как TikTok,
я имею в виду миллионы и миллионы просмотров. Если бы эта игра была выпущена, это было просто потрясающе. Но ключевое слово было бы. Потому что недавние события подразумевают, что игра, к сожалению, отменена. Я не буду вдаваться в почему, потому что у нее есть своя тема в сабреддите. Тем не менее, я думаю, что в этом проекте есть кое-что важное, что следует учитывать. И это то, что, несмотря на планы стать играбельной частью серии FNAF, контент, который Фил и его создатель создал для нее, не ограничивался тем, что это была просто игра. Короткометражные фильмы были сняты для FNAF Plus. В то время, когда YouTube FNAF был полон видеороликов ужасов на VHS. Я бы сказал, что Плюс проделал невероятную работу по созданию контента для этой части сообщества. Ну что ж, вы просмотрели бонус к видео. И спасибо за просмотр. Я над этим видеороликом старался, ведь как бы это дополнение к моему выпуску новостей. Всем спасибо и всем пока.